прошлой серии «Бедной Насти». Полина, а что если разыскать твоих родителей? Не знаю, знать не хочу. Кто бы они ни были. А хорошие люди детей не бросают. Хотя они, может быть, из благородных, в отличие от некоторых. А у меня к тебе поручение имеется большой важности. Сам знаешь, куда везти. Скоро у меня жизнь изменится. И у тебя. И еще некоторых. Он не забыл вас, но его любовь прошла. Это вы так думаете? Я это знаю. Он сам мне сказал. Он любит другую. Это вы. Вы во всем виноваты. Из-за вас я не встретилась с Александром. Почему вы не сказали ему, что я здесь? Кто дал вам право решать мою судьбу? Где-то должны быть еще письма. Не эти, барин. Нет, не эти, не трогай. Эти я уже видел. Я ищу письма от важных господ из Петербурга. Они от честности и преданности отца. Хочу показать их императору. А барыня не могла унести их? Может быть, она сама хотела в Петербург поехать? Таня, ну что ты говоришь? Мне сейчас не до этого. Не держи на меня зла. Я буду заботиться о тебе и о ребенке. Обещаю, вы ни в чем нуждаться не будете. Ни в чем. А кто приласкает моего ребенка? Кого он назовет отцом, а я своим мужем? Таня, я не могу на тебе жениться. Я о другом. Сделайте то, что в ваших силах. Продайте меня, Андрей Петрович. Это вы, Владимир? Прошу прощения, барышня, к вам гости. Проси, пусть войдут. Едешь, разобрались. А по каким делам? Хозяин послал. Дело
Важные. Да мне б только ночь переночевать. Ну, коли так, пошли. Ага. Подождите, господин. Я сейчас. Но теперь он проспит до рассвета. Да и нам нужно выспаться. Устала я сегодня. Да и вы, наверное, тоже. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Я ведь просил вас оставаться дома. Не усидела я, князь. Так захотелось в догонялки поиграть. Ну, знаете, такая детская игра есть. Вы убегаете, я догоняю. Бог с вами, Лиза. Все это не похоже на игру. Подозрение в убийстве, подделки денег. Вы же подозреваете моего супруга, верно? Я, как любящая жена, могу оставаться в стороне, когда муж в опасности? Вам бы все шутки шутить. Не исключено, что этот сторож – сообщник Забалуева. Может быть так же опасен, как и его хозяин. Вот. Я не могу оставить вас в опасности. Тем более, что мне нужно проследить, чтобы вы довели это дело до конца. Лиза, вы взрослый человек. Ведете себя как ребенок. Князь, моим воспитанием вы можете заняться позже. А пока нам нужно вывести Забалуева на чистую воду. Жалко, что сейчас ночь. Я бы немедленно отправил вас домой. Но боюсь, что в это время никто не согласится вас сопровождать. Поэтому вам придется терпеть мое общество до утра. Господа, вы с ночлегом, а у меня осталась одна комната. Прекрасно. Мы с мужем всего на одну ночь. Прекрасно. Прошу. Правда, дорогой? Прошу. Это попытка отблагодарить меня за мое желание избавить вас от неприятностей. Я вас об этом не просила. Мне бы только увидеть его. А там будь что будет. Ольга, вы одержимая. Поймите, его высочество готовится к свадьбе. Он заставил себя забыть вас. Неправда. Он по-прежнему любит меня. Вы по-прежнему обманываете себя. Вы черствый и бездушный. Неужели вы думаете, что я проделала весь этот путь от Варшавы до Петербурга, чтобы слушать ваши бредни? Оставьте меня в покое. Да выпейте.
Выпейте, выпейте. По себе знаю, это хорошее лекарство. Надеюсь, оно действует и на польских барышень. Думаете, огонь любви можно залить вином? Вам-то к чему напиваться? Ваша возлюбленная не собирается замуж за принца. Зато она, как и вы, считает меня черствым и бездушным. Мне нет до этого дела. Ни ее, ни вас я больше никогда не увижу. Что вы опять задумали? Не беспокойтесь. Если соберусь утопиться, сделаю это в Польше. Вы возвращаетесь? Да. Татьяна! Дмитрий! Да где же... Так. А вы как здесь оказались? Я же запер вас в комнате. О, Петр Михайлович, я за свою жизнь преодолела столько препятствий, что пройти сквозь закрытую дверь для меня не составляет труда. Что ни день, новые способности. Ну и кто же подвигнул вас на этот подвиг? В этом доме у меня есть еще друзья. Что вы говорите? Может быть, назовете, кто это? Да вы его знаете? Андрея Платоновича Забалуева знает весь уезд. И что? Он способен на бескорыстные поступки? Нет, я его отблагодарила. Сделала это со всей страстью. И что, этот мерзавец удостоился вашей страсти? Таня, зачем мне тебя продавать? Так будет лучше для всех. Ведь ваша невеста скоро узнает, что у меня будет ребенок. Наташе в голову не придет, кто его отец. А господин Забалуев, он-то все знает. Танечка, не тревожься понапрасну. Тебе нужно беречь себя. Андрей Петрович, я ведь не каменная. Я все вижу, все чувствую. Скоро вы женитесь, и у вас пойдут дети. Вы будете любить их, беречь. А мы никому не нужны. Я не могу дать тебе той любви, которую ты ждешь от меня. Но я очень хочу, чтобы ты осталась в нашем доме. По крайней мере, тебя здесь никто не обидит. Мне будет спокойней. А для меня одни терзания. Пожалеете вы меня? Сразу после свадьбы мы с Наташей уедем. Будем жить своим домом. Но я обещаю, я буду заботиться и о тебе, и о ребенке. Ну, коли так, воля ваша. Привыкла я здесь. Все родное. Раз уж вы уедете, может, нам спокойнее будет. Наташа? О чем задумалась? Соня. Об Андрее. Он только что уехал в Петербург, и я уже скучаю. С чего вы взяли? Он вовсе не уехал. Как? Мы же с ним попрощались. Да он только что... Я его видела, он в кабинете отца разговаривает с Татьяной. С Татьяной? Да. Боже мой, когда же они наконец наговорятся? Она просто преследует его. А что у них может быть общего? Понимаете, Наташа, мы с Таней вместе выросли. А у нее сейчас такое случилось. Одним словом, ей очень нужна помощь.
Ей некому обратиться, кроме Андрея. Ну, так уж и некому. Мы с вами тоже могли бы ей помочь. Вы, и я, и Лиза. Что случилось? Я не могу вам сказать. Но я же все равно узнаю. Я выйду замуж за Андрея, у нас не будет тайн друг от друга. Но если помощь нужна сейчас, к чему же медлить? Как я устала. Вы поражаете меня, Елизавета Петровна. Ваше желание расквитаться с господином Забалуевым так велико, что вы готовы пожертвовать своей репутацией. А что может повредить моей репутации, князь? Как? Вы проводите ночь в одной комнате с посторонним мужчиной. Посторонним? Но мы ведь с вами скоро должны стать родственниками. И вы не давали мне повода для беспокойства. Уж не собираетесь ли вы раздеться? А по-вашему, я должна спать в одежде? Кстати, отвернитесь. Воля ваша. Но я понимаю господина Забалуева, я даже сочувствую. Я даже сочувствую ему. Представляю, сколько ему пришлось вытерпеть, если за несколько дней вы так успели довести меня. Вы единственный человек на всем белом свете, который сочувствует Забалуеву. Он был бы вам признателен. Непременно передайте ему. Я не выполняю поручения по первому требованию. Я заметил. Вы своенравные. Вы... Наконец-то вы оценили меня по достоинству. Можете поворачиваться. Ну что вы молчите? Опасаюсь снова попасть к вам на язычок. Тогда спокойной ночи. Ну вы так не уснете. Вы можете прилечь рядом, здесь места хватит обоим. Но я обещаю, больше не буду смущать вас. Или вы за себя не ручаетесь? В который раз вы говорите о возвращении в Польшу? На сей раз я решила окончательно. Если Александр сам сказал, что наши отношения с ним в прошлом, то мне здесь больше делать нечего. Не могу передать, как вы облегчите мою жизнь. Знаю. Я здесь нежеланный гость. Если станет известно, что я в этом доме, у вас могут быть неприятности. О, я совсем не так хотела бы отблагодарить вас за доброту. Я уезжаю завтра утром, на рассвете. Ну вот и славно. Велю приготовить экипаж. Благодарю. Доброй ночи.
Доброго утра. Мария, я не ожидала увидеть вас так скоро. Мне хотелось отблагодарить вас. Вот, видите, узнаете? Те же самые пирожные. Да. Но это лишь предлог, чтобы вновь увидеть вас и поговорить по душам. По душам? Владимиром? Вы его знаете? Вовсе нет. Просто, когда слуга постучал, вы произнесли его имя. Вы его ждали? Нет. Ему не до меня. У него теперь другие увлечения. Мы с вами похожи. Вы знаете, я раньше сомневалась в своем женихе. Страдала, терзалась, а потом оказалось, что он любит меня, и все мои переживания напрасны. Вы тоже в кого-то влюблены. Я даже боюсь думать об этом. Хотя, да, я, кажется, люблю одного человека. Он знает об этом? Да нет, что вы, я никогда бы не посмела рассказать ему об этом. Вы боитесь, что он не ответит на ваши чувства, да? Боюсь. И не могу дать волю чувствам. Даже на сцене, когда мне нужно гореть страстью, я остаюсь холодна. А знаете, как я призналась в любви своему жениху? Я написала ему стихи. Может, вы тоже попробуете? Поздно. Мой возлюбленный предпочел другую. Она оказалась не такой робкой, как я. Да. Любовь приносит не только счастье, но и страдания. Но если этот человек достоин ваших чувств, вы будете вместе. Не теряйте надежду. Если бы ваши слова оказались вещами. Соня, вы можете доверять мне. Мы же с вами почти сестры. Да? Если даже не сумею помочь Татьяне, по крайней мере, я не нанесу ей вреда. Но Таня просила никому не рассказывать о ее беде. Никому? Ни одному человеку. Даже Лизе? Да. Я не могу нарушить слово. Значит, об этом знаете только вы и Андрей? Да. И Андрей ей поможет, я уверена. Но у Андрея так много дел. Ему нужно встретиться с императором, чтобы оправдать вашего отца. У вас тоже забот полон рот. Вам нужно к свадьбе готовиться. Не у меня одно, забот полон рот. У Андрея тоже. Он очень добрый, отзывчивый человек. И он поможет Татьяне. А кто поможет ему? Он тоже нуждается в помощи. Позволь мне как-то облегчить его жизнь. Ну и как же вы его отблагодарили? Не желаете отвечать? Придется поговорить с вашим благодетелем. Где он? О, я думаю, что он после моей благодарности отдыхает. Не понял. Помните то замечательное вино, которое вы привезли из Италии? Так вот, одной бутылки больше нет. Вот как. Он освободил вас из комнаты, а вы отблагодарили его бутылкой вина. Прямо по голове. Маша, ну,
Ну, стоит ли так рисковать? Ты представляешь, какую историю он сейчас раздует из этого случая? А что же я должна была сидеть и ждать от него новых подлостей? Доверься мне. Я договорился с Карлом Модестовичем, что он будет управляющим нашего имения. Я предложил ему большие деньги. Взамен он скажет, что это Забалуев дал тогда те фальшивые ассигнации и принудил оклеветать тебя. Ты не знаешь этого прохиндея, Карла Модестовича. Если ему кто-то посулит больше хоть на 1 копейку, он тут же откажется. И что толку от его правды? Меня все равно накажут за убийство старого барона. Владимир благородный молодой человек. Он отзовет обвинение. Если нет, я брошусь на колени перед государем, вымолю для тебя прощения. А если это не поможет? Я не позволю упрятать тебя за тюремную решетку. Ты же сам считаешь меня преступницей, запираешь на ключ. А хочешь, чтобы люди думали иначе. Почему Владимир должен думать, что я теперь не опасна? О своей репутации ты должна была помнить еще тогда, когда стреляла в меня. Повода не надо было давать, князь. Ну, будет. Будет об этом. Не хочу даже вспоминать. Хотя бы на людях сделайте вид, что у нас все хорошо. Ты права. Нам надо держаться вместе. Только прошу тебя, не совершай необдуманных поступков. При условии, что ты будешь посвящать меня во все свои планы. Я буду рассказывать тебе о каждом моем шаге. Удивительно. То ты запираешь меня под замок, то спасаешь. Я делаю все, чтобы искупить свою вину. Ради нашего будущего. Ради детей я прошу тебя, будь терпелива. Нам надо действовать слаженно. Тогда все будет хорошо. Наташа. А почему ты не сказал, что отъезд откладывается? Ты вошла так незаметно. Извини, я помешала тебе? Я нашел очень важное письмо. Оно поможет убедить императора в честности отца. Ты из-за этого задержался? А я думала, что из-за Татьяны. С чего ты взяла? Соня сказала, что у нее какие-то неприятности. Что с ней? Почему я об этом не знаю? Мы же договорились с тобой, что у нас не будет никаких секретов друг от друга. Не обижайся, Наташа. Я очень виноват перед тобой. Я слишком люблю тебя, чтобы обижаться по пустякам. Я не заслуживаю твоего прощения. Ты поговорила с Андреем? Что он сказал? Не до меня ему сейчас, Софья Петровна. Да и не жду я больше ничего. Не огорчайся, Тань. Андрей обязательно поможет. Ему нужно сейчас думать, как оправдать отца. А когда он приедет из Петербурга, он обязательно все уладит. Вот увидишь. У моего ребенка никогда не будет настоящего отца. Да мы все будем помогать тебе, Тань. Я научу твоего малыша рисовать, Лиза петь.
А Андрей будет с ним ездить верхом, когда подрастет малыш. Мы будем как одна большая дружная семья. Как большая семья. Это было бы здорово. Спасибо вам, Софья Петровна. Миша, вы спите? Нет. Не могу, сон как рукой сняло. Мне тоже никак не уснуть. Я все думаю, что везет слуга Забалуева. Что бы то ни было, это наша единственная надежда найти верные улики. А мне придется оставаться с этим негодяем. Понимаю вас, но на вашем месте я тоже бы совершал безумные поступки. Ну нет. Вам не идет быть сумасбродом. В вашей жизни все должно быть спокойно и размеренно. Ошибаетесь. Не так давно я дрался на дуэли. Из-за женщины. Теперь жалею. Почему? Она отвергла меня. Обидно. Значит, у вас тоже разбито сердце. И вы понимаете меня, как никто другой. У нас с вами много общего. Да, слишком много. Даже постель общая. Ах, вот вы как заговорили, да? Вот, на стульчик не желаете? Или хотите провести эту ночь в компании ямщиков? Ну что вы, среди них очень редко встречаются прекрасные барышни. Прости. Что случилось? Не хочу торопиться. Но в этом нет греха. Мы же скоро поженимся. Вдруг ты еще передумаешь? Что за глупости? В мыслях я уже давно твоя жена. Ты не все обо мне знаешь. Ты разлюбил меня? Как ты можешь думать об этом? Я совершил в жизни одну ошибку. Рано или поздно ты узнаешь об этом. Лучше мне самому тебе обо всем рассказать. Обещаю, что пойму и прощу. Ты ведь сумел простить эту нелепую историю с Александром? У нас не должно быть тайн друг от друга. Без этого не может быть счастливой семейной жизни. Да. Лучше мне узнать все от тебя, чем выслушивать, а потом слухи от других, как это было во дворце. Прежде чем я скажу тебе, ты должна знать, что я люблю только тебя одну. Позвольте вам представить Мария фон Дарт. Барон Корф, рад приветствовать вас в нашем доме.
Я недавно в Петербурге и очень рада знакомству с Анной. Я счастлив, что у Анны появились новые друзья. Ну что ж, не смею вам мешать. Нет, 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 что вы, останьтесь. Мне уже пора идти. Уже поздно. Удачи. Доброго пути, Мария. Вероятно, это двусмысленно оставаться с вами наедине. Если вас так заботит моя репутация, мы можем перейти в гостиную. Я велю подать чаю. Впрочем, в гостиной сейчас госпожа Болтова. Мне бы не хотелось ее тревожить. Завтра ей предстоит дальняя дорога. Как вы заботливы. Ну, конечно, в этом нет ничего удивительного. Госпожа Болтова женщина страстная. Ей нечего скрывать свои чувства. Как раз об этом я хочу поговорить с вами. Тихо, тихо, тихо. Ну что же ты молчишь? Дела отца мне не дают покоя. Ты прав. Нужно ехать в Петербург. А вот когда вернешься, тогда и поговорим. О другом. Главное, я уже сказал, я очень люблю тебя. И я тебя. И всегда буду любить. В чем бы ты мне ни признался. Спасибо тебе. Мне сейчас очень нужна твоя поддержка. Встреча с императором все решит. О доме не беспокойся, я позабочусь. И о Татьяне тоже. Не стоит об этом. Ну почему? А что произошло? Ну расскажи мне. Здесь замешан мужчина? Замешан. Я так и думала. Наверное, к ней пристает кто-нибудь из дворовых, а она ищет защиты у хозяина. И стоило это скрывать? Не думай об этом, я сам все улажу. Я не сомневаюсь. Чему ты улыбаешься? Представляю, какой из тебя будет хозяин. Какой? Слишком самостоятельный и очень заботливый. Все будет под твоей опекой, особенно крепостные. Я буду любящим и внимательным мужем. Надеюсь. Только очень прошу тебя, не будь слишком строгим к нашим детям. Меня поражают люди, которые не скрывают, что у них на душе. Если они любят, то лицо их излучает страсть, а если ненавидят, то просто испепеляют взглядом. Да, госпожа Болтова такова. Она тоже актриса. Только она играет в жизни, а вы на сцене. Мужчинам такие женщины нравятся? Анна Болтова – опасная, непредсказуемая женщина. Ее поступки чаще всего неразумны. Вчерашняя выходка этой особы – просто смешное недоразумение. Но вы же не думаете, что ее страсть коснулась моей души? А вот до этого мне нет никакого дела. Я не должна думать о вашей душе. Я должна думать о театре. Ваше выступление на балу может оказать вам большую услугу. Господин Оболенский непременно вновь услышит вас,
А похвала его высочества послужит лучшей рекомендацией. Думаю, вы с большим удовольствием пригласили бы с собой госпожу Болотову. Госпожа Болотова завтра утром уезжает в Польшу. Вижу, как это сильно вас огорчает. Анна, что с вами? Я не узнаю вас. Мы едва-едва стали понимать друг друга. Но теперь я вижу, что ваше сердце осталось холодным, равнодушным и полным непонимания. Все намного проще. Вы мне неинтересны. Это единственное, что пока я чувствую в своем сердце. Ну что ж, в таком случае о вас я могу сказать то же самое. А что касается вашего сердца, сомневаюсь, есть ли оно у вас вообще. Что? Да как вы смеете? Впрочем, я забыл. Вы же актриса и способны выражать свои чувства только на сцене. Но на сцене мы с вами никогда не увидимся. Слышите? Никогда.